Сегодня мы с вами поговорим о 96 главе Перерождения в Слизь. 7 столпов наконец показали свои намерения публике. Вот только стоило ли это того, чтобы вставлять палки в колеса демон-лорду Римуру и в особенности Диабло, на которого они решили повесить обвинения. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Глава начинается с того, что нам показывают то самое сообщение Римуру для Хинаты, а именно ее исходную версию. Ибо только сейчас, обращая внимание на странное поведение Сакагучи и то, как сложилась обстановка, Демон-лорд задался вопросом, действительно ли она смогла услышать именно его сообщение. Изначально правителю Темпеста, безусловно, просто хотелось поговорить с ней наедине, поскольку в их первую встречу она, даже не выслушав его, поступила по нравоучениям Святой Церкви. То есть хотела уничтожить Магверя. Однако именно из-за ее поступка дела набрали совсем лютых оборотов. И теперь он был не просто слизью, а демон-лордом. Вот только это не поменяло того, что Римуру пытался сообщить ей. Он хотел рассказать Хинате все, что знала Шизу-сан с момента их встречи и до самой смерти. Но также он хотел поговорить об отношениях между Федерацией Джура Темпест и Любелиусом. Обсудить их возможное сотрудничество, которое хотелось бы построить на взаимопонимании. Именно это и хотел обсудить Римуру. Но если ей все же захочется решить все в бою, тогда они могли уладить свои проблемы в поединке 1 на 1, дабы больше никто не пострадал. Но все же владыка демонов хотел закончить все мирным путем и не прибегать к насилию. Это и было его последнее слово. Теперь Римуру осознавал, сообщение было искажено еще до того, как оно достигло Хинаты. А как только явились 7 столпов, о которых ему рассказывал Адальман, искать виновников больше не пришлось, ибо злодей сам раскрыл себя, когда заявил о намерении убить Сакагучи. Однако перед этим они пытались тянуть время, говоря о высшей цели и что нужно приструнить эту грешницу, поскольку она ослушалась слова самого Господа. Так они и прикрывались. Но несмотря на то, что это было все сказано образованием 7 дней, которые были расположены ближе всех к Люминос, нашлись даже те, кто раскусил их притворство. Притворяясь своими среди святых, таких они сразу пытались выпилить, тут же объявляя их сообщниками грешницей. Но план их сразу же был раскрыт, так как Римуру почувствовал в нем ауру, присущую 7 столпам, после чего прикидываться святыми солдатами больше не имело никакого смысла. Да и за задницу свою они особо не переживали, так как не думали, что повелитель Темпеста навредит им, поскольку это может разжечь войну с Западной Церковью. Однако эти пустые слова больше никак не могли спасти их, ибо внезапно поступило сообщение от Диабло, который рассказал Римуру, что эти самые 7 дней втихую строили себе планы за кулисами. Именно они и являются теми, кто убил архиепископа. Сейчас перед ним их было всего 3, и было бы неразумно позволить им жить, поскольку они в будущем могут еще больше навредить их планам. К тому же вокруг было полно свидетелей, так что предоставить доказательства о их виновности в убийстве будет проще простого. Следовательно, больше не было причин оттягивать неизбежное, так что Римуру отдал приказ уничтожить их. Больше у Диабло не было причин себя сдерживать. Предыдущую атаку 7 столпов его барьер благополучно выдержал, продемонстрировал журналистам правдивость слов о их защите, даже против столь сильного противника, которых они, кстати, считали героями и были сильно обеспокоены, что те, кого они так почитали, только что хотели их убить. Взамен же защиты людей, Диабло хотел, чтобы СМИ рассказали о его невиновности в смерти Рейхема, тем более, когда доказательства были прямо у них перед глазами. Но все же это, конечно же, не касалось нынешнего короля Эдварда, который нагло посмел насмехаться над его господином. Диабло не собирался спасать его задницу, заставив осознать, что больше ему никак не удастся выкрутиться. Поэтому Эдмарис падает в отчаяние, умоляя о пощаде. Ради спасения своей жизни
времени он был готов на все, даже передать свой трон. А это было именно то, что нужно Диабло. Ему не пришлось больше выдумывать хитрые тактики. И просто надавив на нынешнего короля Фармаса, Эдмарис сам объявил Йому своим преемником. Короче, у Диабло прям какой-то праздник. Клевету он с себя снял, и Йома в короли продвинул согласно плану. Как говорится, подстрелил сразу двух зайцев. Теперь ему осталось самое сладкое – избавиться от назойливых стариков, которые на первых секундах возомнили из себя не весь что, даже объявили себя преждевременно победителями, говоря противнику приготовиться к смерти. Но тут просто в мгновение ока Диабло перемещает их в свой искусственно созданный мир, в котором они сполна смогут насладиться своим бессилием в разрушающемся пространстве. После чего за долю секунды вместе с искусственным миром он стирает своих противников в порошок. Короче говоря, зря я тогда волновался за Диабло. Он просто не перестает меня удивлять. Так легко и элегантно уничтожить врага еще нужно суметь. А этот его саморазрушающийся мир, в котором можно еще поместить противников, просто нечто. Но давайте вернемся к Римуру. Так как правитель Темпеста раскрыл их планы, посочувствовав перед этим их соратникам, которые решили перейти дорогу Диабло, а оставшиеся 7 светил, подумав, что Хината не выжила после их крысиной атаки, решили продемонстрировать технику тройного распада, которую не смогли показать те, кто встал на пути Диабло. Они также приготовили огромный магический круг и намеревались уничтожить всех одним махом. Атака эта действительно была очень опасной, поскольку ни Римуру, ни у его подчиненных не было защиты от святой магии. Но внезапно Рафаэль говорит, что перезагрузка великого навыка Вельзевул окончена, и озадаченный Римуру успевает поглотить весь шквал вражеских атак. Как оказалось, хоть в поединке с Хинатой владыка демонов действительно потерял навык Вельзевул, но до этого была сделана его резервная копия, и после перезагрузки навык вернулся как ни в чем не бывало. Выходит, в шоке оказались все, и 7 столпов из-за того, что они смогли выстоять против святых атак. И Римуру стоял ошарашенный, который думал, что утратил свой навык навсегда. Но противники не отчаивались. Сузив свой магический круг, они с максимальной мощью нацелились на демона Лорда, у которого в распоряжении было не очень-таки много маны. Однако и на этот случай у великого мудреца был выход. Он мог призвать абсолютную защиту предельного навыка Уриила. Так что, используя навык абсолютная защита, Римуру со спокойной душой сокрушает вражескую атаку, понимая, что если бы он знал об этом раньше, тогда бы ему не пришлось так выкручиваться и переживать об утрате Вельзевула. Противники были в шоке. Они еще не видели никого в этом мире, кто смог бы выдержать прямой взрыв тройного распада. И теперь они прям испугались за свои жизни, поскольку сейчас против них озлобленно стояли как святые рыцари, так и подчиненные Римуру, готовые в любую секунду врезать ЧСВшным старикам. Сейчас оставшиеся из 7 столпов начали буквально кричать: «Не трогайте нас!», прикрываясь словами, что последователи веры Люминус не простят этого, после чего на них снизойдет ярость самого божества их веры. Но буквально проронив эти слова, на поле действий является сама Люминус Валентайн, королева кошмаров. И честно сказать, она явно недовольна тем, что натворили ее ближайшие подчиненные. Думаю, с такими проступками уцелевшим из 7 дней не выжить в принципе. Ибо зачем ей старые маразматики, которые возомнили себя сценаристами из-за кулисья? К тому же этот переполох заставил оторваться ее отдел, а это тоже придаст ярости их приговору. В общем, уже прям не терпится увидеть, что же Люминус Валентай сделает с ними. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр и всем пока-пока.